Ребята, всем привет, с вами Даша, и сегодня я вам покажу, как я сделала вот эту гражданскую буханку из набора буханки в виде пожарной службы от звезды в 43-м масштабе. Если вы хотите также собрать свою буханочку, то вы можете купить такой набор в магазине «Модельная лавка». По промокоду Даша у вас будет скидка в 10%, а по промокоду, который вы видите на экране, скидка в 200 рублей, если вы делаете заказ впервые. Итак, поехали смотреть за этим чудо-автомобильчиком. Этот набор в 43-м масштабе от звезды. Это довольно популярный масштаб для гражданской техники. На обратной стороне коробки можем посмотреть собранную модель. Здесь также есть небольшая историческая справка. И также мы можем узнать, что данный автомобиль изготовлен по лицензии УАЗа. И в наборе всего лишь 66 деталей, довольно-таки мало, и сборка будет быстрой. Внутри нас ожидает пакетик с деталями, также инструкция, декали с прозрачными деталями и также схема окраски и небольшая информация о безопасности данного изделия. Звезда предлагает нам окрасить буханку для Новокузнецка. Всего 3 рамочки, одна с колесами, одна из черного пластика для того, чтобы собрать ходовую часть автомобиля, и вот детали кузова на сером пластике. Все идеально отлито, очень классные сделаны здесь замочки, фары. Первым шагом мы собираем, получается, днище автомобиля. И для этого нам необходимы детали B16, B11, B22 и B20, также B21. И они находятся на рамке B. Рамка B – это вот эта черная рамка. Чтобы убедиться в этом, необходимо посмотреть на инструкции. Здесь она подписана B, ну и просто сопоставить, сравнить. Также здесь есть буковка B на самом литничке. Берем необходимые наши детали. Так, начнем с основной детали B20. Это само днище. Вот так вот циферка 20. Да, это она. И отрываем мы ее от рамочки с помощью бокорезов. Раз. И теперь убираем вот эти заусенцы, которые у нас получились. Потому что у настоящего автомобиля этих заусенцев нет, а также они вам помешают при стыковке деталей. Итак, детали я нашла и подготовила. Я убрала все вот эти заусенчики и ставлю на свои места. Это, я так понимаю, защита двигателя. Так. И теперь сиденья, боковые, задние. Соблюдаем правильный угол наклона. Немножко к стене. Так, устанавливаем детали в соответствии со схемой. Сначала я установлю столик, соответствующие отверстия, вставляю штыри. Так, и фиксирую клеем. Еще я хочу сказать, что если вы не сможете окрасить, например, кресло и диван в собранном виде, то их можно не приклеивать и красить отдельно, и потом только окрашенные устанавливать в свою модель. Но я предпочитаю красить все на местах. Надо установить внутреннюю обшивку двери с 2 сторон. С этими деталями надо быть особенно аккуратными, так как это лицевая панель. Устанавливаем обшивку внутрь двери. Так, устанавливаю панели. Практически автомобиль уже приобретает свои очертания. Следующим шагом устанавливаем руль и
приборную панель. Руль состоит также из подсборки. Нам необходима рулевая балка и само колесо. И теперь необходимо закрыть задние двери автомобиля с помощью детали номер А4. И, кстати, я не стала приклеивать тоже никакие стеклянные элементы, так как это осложнит окраску. Так, передняя часть у меня не приклеена. И пока не надо. Так. Теперь переходим к сборке ходовой части. Нам необходимо собрать раму, повесить выхлопную трубу и также мосты с колесами. Приступаем. В небольшие пазики устанавливаем. Раз, два, три, четыре. Клей и деталь. В буханке архаичная рессорная подвеска. И остались колеса и также небольшие рычаги, которые прикрепляют ходовую часть к кузову автомобиля. И клеить я их пока не буду, так как планирую все это красить отдельно. Вот так. Все. В принципе, модель у меня готова. Можно просто поставить, наживить. Вот. Я также не стала клеить пожарное оборудование, пожарную сигнализацию, так как планирую сделать ее гражданской. Приступила к окраске я, как обычно, с грунтовки. Я продолжаю использовать не очень удачный фиолетовый грунт, но благо баллончик скоро кончится, и я приступлю к грунтовке более привычными грунтами. Грунтую кузов и раму. В начале марта в китайских интернетах завирусился персонаж – Буханочка. Китайских пользователей китайского же интернета улыбнул факт, что во главе российских войск перед грозными КАМАЗами, пионами и даже танками идет храбрая Буханочка. У этого персонажа появилось сразу несколько комиксов с различными приключениями маскота автомобильчика. Начинаю окраску с рамы. Крашу ее в черный цвет без каких-либо изысков. Просто задуваю черной краской от Scale. Той же черной краской от Scale закрашиваю внутренности салона и рисую прешейдинг на кузове. Полноценно работать с прешейдингом у меня все еще не получается, так что он как минимум, по крайней мере, закрашивает в черный цвет потаенные уголки буханки, чтобы не просвечивался фиолетовый грунт. Именно этим и плох грунт фиолетового оттенка. Настало время основного цвета, и я использую краски от фирмы Pacific 88. Цвет так и называется – защитный для современной российской военной техники. Задувая им буханку. Потом в базу добавляю капельку желтого цвета и высветляю большие плоскости и поверхности автомобильчика. Время поработать кисточкой, и я окрашу переднюю панель, диван, кресло и столик. Работаю акрилами от украинской фирмы ICM.
Также окрашу глазки буханки. С таким макияжем она выглядит намного веселей. А теперь поработаю со стеклением УАЗика. Я окрашиваю резиновые уплотнители стекол. Время заняться ходовой частью. Я окрашу диски в алюминиевый цвет и окрашу глушитель с трансмиссией. После нанесения глянцевого лака я нанесу смывку УАЗику. Смывка нужна для выделения рельефа автомобильчика. Смывку я сделаю сама из масляной краски и White Spirit. Получившийся оттенок я бы охарактеризовала как очень темно-коричневый, но не черный. Удаляю излишки при помощи кисти, смоченной в White Spirit. Нанесу номерные знаки. Они у меня будут наборные, кастомизированные. Эту буханку я делаю на заказ, и заказчик попросил использовать именно эти номерные знаки. Декали я использую от фирмы Dr. Decal. Собственная птичка, значок УАЗика тоже от них. Покрашу световые приборы красками по стеклу. Благодаря такой краске фонари выглядят почти как настоящие. Задую буханку полуматовым лаком и выполню прием масляные точки, чтобы придать УАЗику шарма старой машины. А тут пигментами слегка припылю ходовую часть. И вот такая у меня получилась модель. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Оно было в меру интересным и полезным. До новых встреч. Пока-пока.